Рэйчел Миллер стояла у окна учительской, наблюдая, как послеобеденное солнце ложится на асфальт школьного двора средней школы Риверсайда, штат Орегон. Свет был мягким, почти медовым. Он растекался по бетону, будто пытаясь укрыть уставшие стены школы. В коридорах стихал шум. Звенел последний звонок, и ученики, оставшиеся на факультативы или внеклассные секции, спешили в нужные кабинеты. Время — 15:46. Все шло по расписанию. Рэйчел вернулась за стол, к тетрадям. Красная ручка скользила по строчкам с ошибками, но мысли были рассеяны. Она уже давно научилась подмечать детали, которые другим казались мелочами, как ребенок держит ручку, как сидит, как избегает взгляда. Именно это и беспокоило ее последние дни. Девочка по имени Эмма Джонсон. 9 класс. Новенькая. С виду обычная, незаметная. Но чем больше Рэйчел присматривалась, тем сильнее ее тревожило это «обычное». Она впервые заметила Эмму в классе биологии. Та сидела у окна, все время смотрела в одну точку. Не поднимала руку, не смеялась. Не то чтобы это сразу показалось странным. Подростки бывают разные. Но Эмма будто исчезала в присутствии других, как тень на стене, и эта тень становилась все более прозрачной. Шорох за дверью отвлек ее. Медленно, почти бесшумно мимо кабинета прошла Эмма, пригнув голову, будто опасалась быть замеченной. Рэйчел приподнялась, выглянула в коридор. «Эмма?» — позвала она. Девочка остановилась. Несколько секунд стояла, не двигаясь. Затем повернулась. Лицо заплакано. Красные глаза, сухие губы, руки сжаты в кулаки. «Все хорошо? Хочешь зайти поговорить?» Эмма покачала головой и сказала: «Я просто устала. Могу я идти домой?» «Конечно. Только если что-то тревожит, я рядом», — мягко сказала Рэйчел. Эмма кивнула, словно из вежливости, и пошла прочь. Ее походка была медленной, как будто каждый шаг давался с усилием. Рэйчел не могла отвести глаз. Что-то в том, как девочка держалась за живот, насторожило ее. Интуиция, наточенная годами работы, всколыхнулась. Позже, выходя на парковку, она вновь увидела Эмму. Та пересекала улицу одна. Ни родителей, ни друзей. Только вечер и одиночество. Рэйчел села в машину, но не уехала. Она видела, как девочка повернула к аптеке. Промедлила минуту, затем последовала за ней, сохраняя расстояние. Не как надзиратель, как тень заботы. Она стояла у витрины и наблюдала, как Эмма нервно беседует с фармацевтом. Та протянула ей маленький белый пакет с логотипом местной сети. Эмма спрятала его в рюкзак и вышла, быстро шагая по тротуару. «Эмма!» — окликнула Рэйчел, подходя ближе. «Все в порядке? Хочешь, я провожу тебя?» Эмма вздрогнула. Лицо ее изменилось. Испуг, раздражение, почти гнев. «Вы не должны быть здесь! Это не ваше дело!» «Я не хотела нарушить границы. Просто ты выглядишь больной. Я волнуюсь», — сказала Рэйчел. «Не следите за мной!» — резко бросила девочка и, ускорив шаг, исчезла за углом. Рэйчел осталась стоять на тротуаре, ощущая, как на сердце ложится тяжесть. Это было больше, чем подростковое упрямство. Это был крик, зажатый между страхом и одиночеством. На следующий день после уроков она заметила, как Эмма прячет что-то в шкафчике. Когда девочка ушла, Рэйчел подошла ближе. Между книг и папок на нижней полке виднелся блеск упаковки, таблеток. Не детские витамины, не анальгетики. Это было решение, которому не место в одиночестве 14-летней девочки. Рэйчел пошла к медсестре. Та подтвердила, что это были противозачаточные таблетки. Дозировка стандартная. Взгляд у нее стал тяжелым, но она пожала плечами. Рэйчел знала. Равнодушие — худший союзник беды. Рэйчел пошла к директору, чтобы решить эту проблему вместе.
Он выслушал ее, рассеянно постукивая ручкой по столу, и сказал: «Я разберусь. Наверное, просто подростковый бунт». Разочарованная, Рэйчел позвонила классному руководителю. Та тоже заметила изменения. Она вялая, все время просится в туалет, спит на уроках. Видно, что с ней что-то происходит. Но, понимаете, сейчас у всех подростков свои драмы. Страшно ошибиться. Вечером Рэйчел решилась поехать к Эми домой. Адрес — пригород, улица с одинаковыми домами. Дверь открыл мужчина с холодным, жестким взглядом. «Вы кто?» — грозно произнес он. «Учитель Эммы. Я беспокоюсь за нее», — сказала Рэйчел. «Все под контролем. Умерла ее бабушка. Мать уехала на неделю. Мы справимся сами», — ответил мужчина. Он закрыл дверь. Без «до свидания», без уважения. Просто глухая стена. На следующий день Эмма не пришла в школу. Рэйчел не смогла сидеть спокойно. Она объехала район. Через пару часов на стоянке у торгового центра заметила ее. Эмма выходила из магазина с тем же мужчиной. Они сели в машину и уехали. Рэйчел, почти не раздумывая, поймала такси. Путь занял почти час. Машина остановилась у старого склада за чертой города. Без вывесок, без людей, только пыльная дорога и пустота. К ним подошли трое мужчин. Они обменялись короткими фразами. Один из них рассмеялся. Эмма стояла, опустив голову. Когда двери склада захлопнулись за ними, Рэйчел уже звонила в 911. «Это срочно. Девочка в опасности. Подросток. Я следила за ней. Это может быть торговля людьми. Полиция приехала быстро и ворвалась внутрь. Эмма сидела в углу. Она плакала, прижимая руки к животу. Ее спасли за минуту до непоправимого». Позже, в больнице, Эмма рассказала все. Марк, он говорил, что никто не поверит, что если расскажу, будет хуже. Я не хотела... Я просто не знала, что делать. Когда мать Эммы вернулась, правда рухнула на нее, как лавина. Но момент, который она запомнит на всю жизнь, это как у нее начались преждевременные роды прямо в холле. В панике, со слезами, она схватила Рэйчел за руку. «Пожалуйста, останьтесь с моей дочерью. Не оставляйте ее одну». Рэйчел осталась. Сидела у кровати Эммы, читала ей вслух, держала за руку. «Любовь, Эмма», — однажды сказала она, — «это не пирог, где каждому достается меньше. Это как свеча. Зажигая новую, ты не теряешь старую. Только больше света становится». Эмма впервые улыбнулась. Слабая, уставшая, но настоящая. Прошло 3 дня. Родилась девочка. Вес — чуть больше килограмма. Имя — Лия, в честь бабушки. Эмма впервые держала ее через 2 недели сквозь пластик инкубатора и миллионы страхов. Она не отпускала руку. Полгода спустя Рэйчел снова пришла к ним. В доме пахло молоком и чем-то новым, чистым. Лия смеялась, лежа на пледе. Эмма улыбалась, уже не девочка, уже мама. «Спасибо», — сказала она, — «если бы не вы». «Ты бы все равно нашла выход», — ответила Рэйчел. «Просто, может быть, чуть позже. А сейчас ты не одна. И уже никогда не будешь». Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.